Дорогие друзья, очередной выпуск нашего блога мы снимаем в мой день рождения. И поэтому меня заставили вот этот перформанс, так сказать, с задуванием вот этого всего мероприятия. Можно дуть-то или еще нет? С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Можно? Ура! Дорогие друзья, вот еще хочу с вами поделиться такой радостной для меня и, надеюсь, для вас новостью. Вот я вам говорил уже, что есть мысли о новом проекте, но загвоздка, как всегда, была, конечно, в вокалисте, в главном действующем лице проекта. И вот, к счастью, вдруг вот он образовался, реализовался из моих мечт в виде вот Сергея Арутюнова, которого, я надеюсь, кто-то из вас уже знает, но я надеюсь, многие, потому что это я такой непродвинутый, а все мое окружение его знает. Сережа, пару слов скажи о себе, пожалуйста. Ну, о себе так о себе, хотя, значит, так сразу. Я могу сказать, простите, пожалуйста, дорогие слушатели и особенно слушательницы, за то, что я с Олегом, со старшим во всех смыслах товарищем, буду на «ты» сейчас. Вот. Но это значит лишь то, что вот такие самые-самые приятные желания, которых мне очень приятно Олег сказал, а уж для меня-то какие-то сумасшедшие желания, они начинают сбываться, будут сбываться бесконечно долго, и всем вам быть тому свидетелями. Обещаю. Мы родились в разное время. Нет, слегка. Да, так вот, и мне повезло родиться в то время, когда это было время Олега Поростаева. Вот. И сейчас не буду шутить и патетизировать, но на полном серьезе кто-то на партах в школе рисовал Нирвана, кто-то Цой, вот, а я рисовал большого человека в светящихся очках. Вот. И то, что сейчас я с ним, и что я могу смело назвать, что мы музыкальные друзья, сотоварищи, для меня это колоссально. И все те умения, которые мой папа Николай Арутюнов воспитывал во мне, и жизнь воспитывала, и сцена, вот наконец-то, я могу сказать точно, очень мужское ощущение. Эти все умения я теперь знаю, куда применить, а Олег знает как. В общем, поэтому... Нет, еще не все. Это так не отвертишься. Но я хочу сказать тоже про то, что, конечно, вот наше знакомство произошло очень интересно через Гребстеля, вот, известного вам басиста группы «Альянс», с которым я делал прошлый проект. С бородой. Ну, с бородой, куда же без бороды. Но я его знавал еще и без бороды. Вот. И, конечно, безоговорочной рекомендацией для меня было то, что это сын Николая Арутюнова. Колю я знаю давно, еще с тех времен, когда был гораздо моложе, чем я сейчас. Даже Сережа. Вот. И, спасибо. Да, который явно молодой человек. Вот. И когда мы начали общаться, вот, я не буду пока забегать вперед, Николай это тот человек, который, конечно, когда он мне позвонил и сказал, что вот я прошу за своего сына, за которого мне не стыдно просить, для меня это была такая рекомендация совершенно безоговорочная. И когда мне позвонил уже Сережа и показал свой материал, я сразу понял, что это тот человек, который нужен, и который, так уж получилось, что все-таки я такие песни сочиняю, которые непростые для исполнения. Требуется и вокальная подготовка, и не говоря уж о данных. А тут все сплелось. К сожалению, сейчас как-то этому мало уделяется внимания. Не знаю, в силу чего, не будем об этом говорить. У Сережи есть все, и данные, и вкус музыкальный, и
разносторонность, которая ему, я думаю, что даже мешает. Нужно все-таки как-то сконцентрироваться на чем-то одном. Что мы попытаемся сделать вместе. Вот мы сейчас занимаемся отбором материала. И я выношу на суд Сережи свои песни, равно как и он свои на суд мой. Ну, то, что я думаю о его песнях, я уже сказал ему. А что вот ты думаешь о моих песнях, которые ты послушал, которые находятся в совершенно разобранном виде, которые и песни пока сложно назвать. Но чем он сразу, так сказать, мне ценен показался, не показался, а чем он, собственно, он серьезно относится, он видит потенциал в том, в чем непрофессионал не увидит потенциал. Поэтому я хотел бы, чтобы ты сказал мне что-нибудь о новых песнях, которые ты услышал. Ты знаешь, прости, я начну сразу с того, что я, наверное, уже много раз говорил тебе, наверное, с чего я начинаю каждый наш с Олегом разговор. Как же мне сумасшедше, приятно, важно, символично и бесконечно то, что вот ты спрашиваешь мое мнение. За что кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Ну, я сказал еще. Нарвался, но для этого и задан вопрос. Просто, может, я сегодня это еще не сказал, понимаешь? Вот. Ну, я и чувствую, что-то не Тем более, хватает. что сейчас за 12, поэтому сегодня еще не сказал. Вот. Что есть чистая правда. Мне жутко приятно, что ты мне присылаешь бесконечное количество контента, который мне нравится по определению, потому что их написал человек, который, ну, извините такое слово, олицетворяет русскую, российскую звуковую эмоцию, которой привычна романтика, и даже романтизм, можно сказать, если я позволю такое слово. Это сейчас мы же не будем с вами, тем более с тобой, говорить о том, что в музыке там может быть какие-то там формы разные, куплеты, припевы, хитовые, не хитовые. Самое главное, это же самый близкий человеку вид искусства, поэтому мы ее чувствуем. И мы, музыканты, и вокалисты, и авторы, и, конечно, и вы. И это чувство романтики человеческое, ну, во-первых, оно такое мужское, и просто очень редкое вот сейчас. Мы не будем долго сейчас разговаривать о современной музыкальной конъюнктуре, потому что музыка превратилась в первую очередь в самую такую доступную форму манипуляции. Ну, окей, а у нас с вами свой путь. Вот втроем, вот у тебя, у вас и у меня. И вот все песни, без исключения, которые я слушаю твои, и которые еще я очень хочу слушать, я знаю, что их сотни, открою секрет, извини, пожалуйста, если что, то по башке мне. Значит, они в этом плане все одинаково круты. Дальше, действительно, ну, слава богу, что вот какие-то мои музыкальные познания и твои бесконечные музыкальные познания позволяют нам на одном языке обсудить то, что можно представить. Воздух, которого еще нет, который еще даже не вдохнул. Вот только начал чуть-чуть так, опа, это вот то, как трек будет звучать, когда в нем появятся барабаны, слова, гармонии, инструменты, естественно, вокал уже в самом конце. Вот и все это занимает дни, месяцы, годы, иногда десятилетия. А мы с Олегом можем это представить, просто вот разговаривая по телефону, даже не видя друг друга. И, честно, само ощущение просто обалденное от этого. А конкретно по песням. Так, ну, в общем, я сейчас про все 500 подробно расскажу. Значит, итак, номер 1. Песни. Ребят, я хочу вот что вам сказать. Поделиться с вами таким символизмом. Прошлый проект был начат в мой день рождения. Ко мне приехал Сережа Калачев и Игорь Журавлев, и мы заключили некое соглашение о выпуске нового альбома. Ну, в скобках альбома некого набора песен, кои были в количестве 9 записаны, и вы уже их все прекрасно знаете. Так вот, сегодня опять мой день рождения. И опять приехал новый человек, Сережа,
И у нас опять складывается какой-то новый проект. Для меня это, конечно, очень большой символизм. В прошлый раз дочь моя сфотографировала нас троих с пометкой такой «Что-то будет». Вот я ее, помню, опубликовал, и это имело свой резонанс, и действительно что-то произошло. Вот. Теперь я вам говорю, снимает тоже моя дочь, и я говорю вам под камеру со всей ответственностью, что-то будет. А я с ответственностью добавлю, что сделаю, прочувствую, придумаю, спою, выступлю, все сделаю для того, чтобы через год, в день рождения Олега, новый человек не понадобился. А были бы снова мы здесь вдвоем. Спасибо, ребята. С День вами. рождения, Олег. I'll be coming for you anyway. Большое спасибо всем, кто поздравил меня в этот день в соцсетях, там во всяких ватсапах, вайберах и прочее. Я даже не ожидал такого наплыва. Все утро пришлось отвечать. Все почему-то ночью кинулись, и с утра там у меня какой-то был просто и подарки очень хорошие были. Там один парень даже клип прислал на песню «Хочу летать». Такой свойский, домашний. Так что очень приятно было. Я с вами, вы со мной, я надеюсь. Будем продолжать. Смотрите блог, слушайте хорошую музыку и будьте здоровы. И я постараюсь.